Всем привет, на связи Алтын, и это видео о том, как же я изменилась после 3 лет в Германии. Я живу в Германии с 17 лет, я переехала сюда по учебе, как я уже рассказывала в своих предыдущих видео. И я считаю, что на момент, когда я сюда приехала, я была такой несформированной девочкой. Место, в котором я прожила во время своего становления, очень на меня повлияло. И повлияло на то, каким человеком я являюсь сейчас. И поэтому я вам об этом хочу рассказать. Так, тут пчела. Я надеюсь, меня не сожрут, не обклюют. Итак, после 3 лет в Германии я стала достаточно самостоятельной. Мне приходится самой договариваться, самой записываться на прием к врачу, самой делать документы и в целом все это делать на немецком, со взрослыми людьми и без помощи родителей. Я очень рада, что это произошло со мной в таком раннем возрасте, потому что я считаю, что чем раньше человек становится самостоятельней, тем лучше. Также за время в Германии я научилась ценить свое личное время, а также время других людей. Многие говорят, что все немцы пунктуальные, кто-то это опровергает, ну а я соглашусь. Например, на все лекции мои одногруппники приходят как минимум за 5-10 минут до урока. Я же прихожу, минуты за 2, но я скажу так, что раньше я очень часто опаздывала. И вообще в моей культуре опаздывать — это норма. Но в Германии так не прокатит, поэтому я научилась приходить более или менее пунктуально. Я стала меньше с себя кринжевать. Например, я не думаю, что раньше я бы смогла спокойно сесть на улице, поставить штатив и начать разговаривать с камерой. Потому что кто-то услышит, кто-то поймет, кто-то что-то скажет. А сейчас мне становится все проще относиться к своим хобби, относиться к тому, какая я есть по-настоящему. И думаю, что это на меня так повлияло немецкое общество, потому что здесь все открытые. Это самое первое, что я заметила, когда я приехала в Германию, потому что все одеваются как хотят, слушают ту музыку, которую хотят, я не знаю, общаются, высказывают свое мнение, высказывают свою какую-то политическую точку, очень открыто. И это располагает тебя к тому, чтобы и самим не переживать. Поэтому мне нравится эта свобода. Теперь давайте я расскажу вам про язык и общение на немецком языке. Как я рассказывала в своем раннем видео, я приехала сюда с B2, но на тот момент у меня был барьер, именно языковой барьер, из-за которого мне было сложно общаться со своими одногруппниками, студент-коллеги, к примеру. Но со временем я поборола этот языковой барьер, потому что мне просто приходится общаться на немецком языке. Сейчас я чувствую себя намного свободнее, и это расправило мне крылья, когда я говорю на немецком, и я особо не задумываюсь о том, что у меня есть ошибки, а они точно есть. Но сейчас мне уже не так важно. Видимо, это просто дело времени или же ежедневной практики. Теперь про учебу. Учеба в Германии. Меня многие спрашивают, сложная ли она. Я скажу, кому как. Потому что в Германии нужно очень много стараться. Ведь совершенно никто, ни учителя, ни завучи, деканат, вообще не заботится о том, учишься ли ты. Только ты должен заботиться о том, что ты готовишься к экзамену, ты ходишь на лекции, ты записываешься на уроки. Это научило меня относиться к учебе ответственно и знать, что особо никто не будет давать тебе пинка, иди учись, потому что здесь все строится на самостоятельности. Как бы хочешь, не учись. Ты можешь здесь учиться не 6 семестров, а, допустим, 20. Если тебе позволяет время. Немаловажная вещь — это финансы.
За то время, пока я в Германии, я научилась управлять своими финансами настолько, насколько это возможно. Сперва я приехала, конечно, с помощью родителей, но затем я нашла себе подработку. Я работала на разных подработках, и я очень рада, что у меня был такой опыт. Я рада, что у меня появились такие привычки, как учет своих расходов и доходов, и в целом анализ. Здесь особо не любят покупать дешевые вещи, которые служат немного. Здесь и вправду любят такие, знаете, вещи на век, по типу какого-то непробиваемого рюкзака или обувь, которая просто носится круглый год. И это интересное отношение к вещам, я считаю. Но из необычных покупок для меня, которые, я считаю, свойственны именно людям в Германии, это обязательно водонепроницаемая куртка, удобные barefoot обувь, также, конечно, велосипед. Я сейчас приехала на нем. Также хочу сказать про пищевые привычки. Я за собой заметила, особенно вот в последние полгода, что я стала есть очень много хлеба. Вообще, если вы не знали, немцы просто обожают хлеб. На любой прием пищи они могут есть просто булочку с чем-то, например, там с сыром, колбасой, сосиской, просто хлеб, помазать его каким-то творожным сыром. И все, это как бы полный прием пищи. Лично для меня это не полноценная еда, но это правда очень быстро и легко. Я могу понять, почему немцы так едят, но сама я бы хотела чаще есть горячие блюда. И если так подумать, это правда важно, и нельзя питаться целый день всего лишь хлебом. Также просто юморная вещь, которая, хочешь не хочешь, появляется, когда ты только переезжаешь в Германию, это подбирать вещи с мусорки. Я знаю, это звучит очень странно, и на самом деле вещи не лежат ни в каких мусорках, а стоят возле домов и подъездов. Вся идея заключается в том, что люди выносят те вещи, которые им не нужны, и люди, которые проходят мимо, и они видят: вау, мне нужна эта вещь, подбирают ее, и таким образом вещи не лежат на мусорных свалках, а используются повторно. В общем, даже не знаю, что иной раз встретишь, пока гуляешь. Может быть, это барахло, как в этот раз, но иногда может быть и телевизор, я не знаю, ковер, велосипед или другие ценные штуки. Но это встречается не каждый день. Я считаю, эта идея просто очень-очень хорошая, и сама этим пользуюсь. У меня, например, много вещей на самом деле, которые я подобрала с улицы. Например, зеркало. Недавно я забрала зеркало с улицы, оно в идеальном состоянии, и зачем покупать новое, если оно есть на улице и может еще прослужить. Мне интересно, как бы вы относились к такому. И в целом было бы классно, если бы в наших странах тоже появилась такая традиция. Просто мне кажется, что у нас это пользовалось бы очень большим спросом. Вещи, мне кажется, сметались бы просто за пару минут. Люди, которым эти вещи не нужны, не хранили бы их в гаражах по 100 лет. В целом, я считаю, что Германия сделала меня тем, кем я сейчас являюсь, привила мне некоторые привычки и особое мировоззрение. Я безумно рада, что я сюда приехала. Если вы хотите переехать в эту страну, я желаю вам удачи. Я хочу, чтобы вы написали свою историю в комментариях, если вы уже живете в Германии, или написали о том, хотели бы вы сюда приехать. Мне будет интересно узнать ваше мнение. В целом, спасибо, что посмотрели это видео. Увидимся в следующем. Пока! Чус! Ой, блин, у меня вся попа мокрая, потому что я хотела снять это видео уже на протяжении недели, но у нас всю неделю шел дождь. И почему-то я решила сесть на место, которое мокрое, и я не взяла с собой плед. Логика.